Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Акцентирую ваше внимание, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Самое главное, подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Я рассказываю о пряже, которую буду непосредственно сегодня вязать образец. Итак, ниточки, кто еще новички не знал. Alize Angora Gold Simli. Да, здесь написано Simli. Идем дальше. В 100 граммах 500 метров. Ну, моточек, конечно, меньше. Мы вязали образцы из этого моточка. 75% акрил, 20% шерсть, 5% металлик. Ниточка металлическая. Видите, как блестит, переливается. И крючок нам советуют производители брать от двоечки до четверочки. Пока не забыла, сразу же скажу цвет 452. На камеру передается, как он на самом деле есть. И я буду данную ниточку вязать крючком номер 3. Потому что я вязала крючком номер 3. Меня, в принципе, все устраивает. Вы точно так же читаете аннотацию к своей пряже, подбираете крючок, какой вам советуют производитель, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу 4 раппорта, получается 32 воздушные петельки. И еще 3 петельки дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого 35 воздушных петелек набираю я, а вы набираете сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 35 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35. Вот мой будущий образец. Далее, как и в многих узорчиках, особенно новичкам, рекомендую сделать вспомогательный ряд, чтобы не запутаться в воздушных петельках, которые мы будем в самом начале пропускать. Поэтому делаем ряд столбиками с накидом. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку мы ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую петельку точно так же нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. И так мы шагаем по всей нашей цепочке, ныряем в каждую петельку и провязываем столбик с накидом, сами себя контролируем. Количество столбиков, которые у вас должно получиться, должно равняться количеству петелек, которые вы набрали в цепочку. То есть я, например, набрала в цепочку 35 воздушных петелек, значит и столбиков у меня должно получиться, правильно, 35. Вы контролируете себя, сколько у вас, больше-меньше. Не забываем, что первые 3 петельки подъема, которые мы набрали, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, 6 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите. Вот мы провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И далее накид. Во второй столбик нырнули, провязали столбик с накидом. Есть. В третий столбик накид, нырнули, провязали столбик с накидом. Есть. Далее, смотрите, накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик ныряем, провязываем столбик с накидом. Раз. Накид сюда же, в этот же столбик, столбик с накидом 2. Воздушная петелька. И опять сюда же вернулись и провязали еще таких же 2 столбика с накидом. Раз. И столбик с накидом 2. По итогу у нас получается вот такой вот веерочек. Угу. Далее смотрите. Накид. Пропускаем опять 2 столбика. Раз, два. В третий столбик провязываем столбик с накидом. Столбик с накидом. Раз. Дальше. Накид. Делаем точно так же. Столбик с накидом 2. И столбик с накидом 3.
Так, секундочку, столбик с накидом 3. Вот, то есть те самые 3 столбика, с которыми мы начали наш ряд. 3 столбика, веерочек, 3 столбика, дальше будет веерочек. Накид, 2 столбика пропустили, в третий провязываем веерочек. Столбик с накидом 1, сюда же столбик с накидом 2, воздушная петелька и возвращаемся опять. Столбик с накидом 1 и столбик с накидом 2. Вот наш веерочек. Угу, поняли? То есть мы шагаем полностью весь ряд как? 3 столбика, веерочек, 3 столбика, веерочек. Дальше будет опять 3 столбика, веерочек, 3 столбика, веерочек. Вот так вот до конца ряда, несложно. Давайте самостоятельно. И в конце ряда я вас встречаю. Угу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши веерочки, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Закончили мы ряд, смотрите, видите, 3 столбиками с накидом. Третий столбик мы провязали в третью петельку подъема. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. А теперь будьте внимательны. Делаем накид. Вот верхушка нашего столбика, но мы провязываем не верхушку, а захватываем столбик сзади наперед. Вот таким образом. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Это рельефный лицевой столбик с накидом. Накид, следующий столбик точно так же. Захватываем сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Вот наши рельефные лицевые столбики с накидом, они придадут объем нашему узорчику. Далее смотрите, накид. Вот наш веерочек. Мы шагаем в центр нашего веерочка, где вот арочка из одной воздушной петельки, и провязываем точно такой же веерочек. Смотрите, столбик с накидом 1. Сюда же столбик с накидом 2, воздушная петелька, и опять сюда же вернулись и провязали еще 2 таких же столбика. 1, столбик с накидом 2. То есть, опережая полностью весь наш узорчик, скажу, что веерочки так и будут у нас продолжаться на протяжении всего нашего образца, без изменений. Дальше смотрите, опять делаем накид. Вот у нас тут 3 столбика. И мы их провязываем точно так же 3 рельефных лицевых столбика с накидом. 1, рельефный лицевой столбик с накидом. Захватили, вытянули ниточку, 2. И точно так же третий столбик захватили, вытянули ниточку, 3. Вот 3 рельефных столбика. Видите, объемчик вырисовывается. Далее идет веерочек, накид. Вот веерочек. Шагаем в веерочек и провязываем столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, воздушная петелька. Опять сюда же вернулись и провязали столбик с накидом 1 и столбик с накидом 2. Угу. Все. И вот так вот вы шагаете, рельефные столбики, веерочек, рельефные столбики, веерочек. Рельефные столбики, то есть не запутайтесь, да, над столбиками столбики, над веерочками веерочки. Единственное, что столбики у нас рельефные, лицевые. Понятно? Все, давайте до конца ряда провязывайте. В конце ряда встречаемся. Посмотрим, что получится. Получится здорово. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. И заканчиваем точно так же, как и начинали. Помните, у нас были 3 петельки подъема и 2 рельефных столбика. Здесь у нас получается зеркально наоборот. Вначале 2 рельефных столбика, а затем, смотрите, в третью петельку подъема мы провязываем просто обычный столбик с накидом. Угу. Все, ряд наш закончен. Опять 3 воздушные петельки подъема, поворот. И здесь, смотрите, точно так же мы провязываем. Вот наши рельефные столбики здесь видно, они выглядят как изнаночные. Да? Видите, горизонтальная линия означает, что это рельефные столбики изнаночные. Получается, мы перевернули наизнанку, но провязывать будем рельефные столбики лицевыми. Смотрите, опять захватываем столбик сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, накид. Следующий столбик точно так же захватили сзади наперед, вытянули ниточку и провязали 2 петельки, 2 петельки. Далее идет веерочек. Здесь очень просто. Над веерочком веерочек. Столбик с накидом 1, сюда же столбик с накидом 2, воздушная петелька и возвращаемся сюда же. Опять столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Все, с веерочками все понятно.
Угу. А вот так, получается, будут выглядеть рельефные столбики. Давайте еще одни рельефные провяжем, посмотрим. Итак, вот они у нас выглядят как изнаночные. Мы их здесь провязываем лицевыми. Итак, захватили столбик перед крючком, провязали раз, рельефный лицевой столбик с накидом 2 и рельефный лицевой столбик с накидом 3. Видите? То есть вот такая картина получается у нас с этой стороны. Так? Вот такая картина получается у нас с другой стороны. То есть теперь здесь они выглядят рельефными изнаночными столбиками. Все, не сложно, не сложно. Опять, смотрите, до конца ряда. Над веерочками веерочки, над рельефными столбиками, здесь они выглядят как изнаночные, будете провязывать лицевые. Веерочки, лицевые рельефные столбики, веерочки. И здесь я вас встречу. Договорились? Все, давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, как это будет выглядеть, когда мы провязали полностью ряд. Так, вот опять мы закончили ряд. 2 рельефных столбика, 1 обычный столбик. Опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И точно так же повторяем. Опять мы провязываем рельефные лицевые столбики с накидом. 1 столбик с накидом. И рельефный лицевой столбик с накидом 2. Поняли, да? То есть каждый раз, каждый ряд вы будете провязывать лицевые, получается, столбики с накидом. Но за счет того, что будете поворачивать рядочки, у вас будет формироваться вот такие вот интересные горизонтальные полосочки. Угу. И все, и несложно. Опять над веерочком веерочек. 1, 2. Воздушная петелька. И опять сюда же. 1, 2. Все, следующие 3 столбика, которые мы провязывали лицевыми, да, рельефными, они здесь выглядят как изнаночные. Но мы их опять провязываем рельефными лицевыми столбиками. Понятно? Все. То есть получается, сам по себе узорчик представляет собой всего лишь только один ряд. И вы повторяете данный ряд, получается, без изменений. Он сам по себе за счет рельефных столбиков будет немножечко преображаться. Видите, за счет горизонтальных полосочек. Вот, переворачиваем сюда. Вот, видите? 1 горизонтальная полосочка, 2 горизонтальная полосочка. Все, ничего сложного. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Ну, получится простенько, но в то же время красивенько, необычно. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Видите? Объемный получается узорчик за счет рельефных столбиков. В данном случае рельефные столбики, видите, как вот выглядят. Это рельефные изнаночные. Лицевые вот просто палочками. Переворачиваем на другую сторону. А у нас, смотрите, узорчик двусторонний. Видите? Выбираете любую сторону, какую посчитаете нужно, что она у вас будет лицевая, такая сторона лицевая. То есть можно изделие вязать, которое будет у вас двусторонним. Понятно? Вот так вот тянется. В моем случае из моей пряжи вот так вот тянется. Вы пробуете из своей пряжи. Обязательно можете вязать из любой пряжи. Один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит по-разному. В какой-то пряже он вам понравится, в какой-то пряже он вам не понравится. Поэтому пробуйте. Вы большие молодцы, большие дизайнеры. Ну, в первую очередь, конечно, это что? Это получается кофточки, кардиганчики, да, а потом уже жилеточки, возможно, это будут шарфики, ну, смотря какая пряжа, да. Если это будет летняя пряжа, топики, маечки, если это зимняя пряжа, то, естественно, смотрите на зимние, так скажем, изделия. Вот. Несложно, совсем несложно, но интересно, в копилочку ваших узорчиков. Вот. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Итак, у меня получается сегодня было 35 воздушных петелек. Если этой же пряжи, этот же крючок, моя плотность вязания, то у меня сегодня это получается, ну, 14,5 сантиметров, это точно. А тут по веерочкам, да, веерочек это ряд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и первый наборный ряд 14. Итак, замеряем. Получается, ну, 11 сантиметров точно с хвостиком, с небольшим. Вот. Как вам образец? Интересно, несложно, оригинально, да? Опять же, вы можете не одноцветный делать, вы можете делать двухцветный, да? Например, сделали 2 ряда, там, да, одного цвета, вернулись, 2 ряда другого цвета. То есть на ваше усмотрение. Вот так вот. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки.
Подписывайтесь, кто еще этого не сделал, впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Колокольчик должен быть верхним темненьким. Вам будут приходить уведомления о всех новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Ну что, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.